зашло солнце, и раскаленные прожекторы выключили. Несмотря на первоначальный успех, к середине дня стало ясно, что прорвать оборону противника сходу не получилось. Зеловские высоты в долине опоясывала сеть ирригационных каналов, но мосты через них были немцами взорваны, а подходы к переправам заминированы. В создавшейся ситуации особую роль могла бы сыграть авиация. Первый Белорусский фронт поддерживала 18-я воздушная армия в составе 4 авиационных корпусов, около 800 самолетов. 16 апреля с 6 часов 7 минут в течение 42 минут эти бомбардировщики и нанесли удар по Зеловским высотам. После удара авиации Жуков решил ввести в бой танковые армии. К 13 часам я отчетливо понял, что огневая система обороны противника в основном уцелела. Для того, чтобы усилить удар атакующих войск и наверняка прорвать оборону, мы решили ввести в дело обе танковые армии. Но даже они не переломили ситуацию. Чуйков писал: танки буквально уперлись в наши тягачи, перетаскивавшие артиллерию, в результате чего маневр вторых эшелонов дивизий и корпусов оказался скованным. Прорвать немецкую оборону в первый день не получилось. План Генштаба, по которому Жуков должен был ввести танки в бой гораздо севернее, командующий изменил, и Сталин по телефону выказал ему свое неудовольствие. Вы напрасно ввели в дело первую гвардейскую танковую армию не там, где требовала ставка. Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете Зеловский рубеж? Стараясь быть спокойным, Жуков ответил: завтра оборона на Зеловском рубеже будет прорвана. Жуков рассчитывал, что удар танков и авиации позволит прорвать немецкую оборону, но сухопутные части прошли вперед лишь на несколько километров. Армии Чуйкова и Катукова атаковали Зеловские высоты. Их соседи, ударная армия Берзарина и танковая армия Богданова, с трудом пробивались через систему рек и каналов. В это время взамен разбитых частей к немцам подходили резервы группы армий Висла. В бой начинали вступать и советские резервы. Направлялся на передовую и корпус генерала Кривошеина. Пересекая плотный поток автомашин и артиллерийских частей, среди узких разъездов между каналами и реками танки шли к линии фронта. Войска Первого Украинского фронта маршала Конева перешли в наступление в лесных районах реки Нейсе к юго-востоку от Берлина. Немцы не ожидали здесь удара, и движение советских войск на Берлин для них оказалось неожиданным. Поэтому прорыв немецкой обороны произошел гораздо быстрее, чем у Жукова. Вечером 17 апреля Конев сообщил Сталину, что готов повернуть 2 танковые армии на помощь Жукову. После короткой паузы Сталин ответил: очень хорошо, я согласен. Поверните танковые армии на Берлин. Конев немедленно разослал приказы в войска, и на следующий день 3-я и 4-я гвардейские танковые армии Рыбалка и Лелюшенко двинулись к столице Германии. Танковый корпус армии Рыбалка вышел к реке. В том месте, где был мост, бурлила вода. Бойцы промерили дно и нашли брод, где глубина достигала метра. Приняли простое решение – в танках подручными средствами законопатить все отверстия. Механики-водители фактически вслепую перевели машины на другой берег. По этому пути, как сквозь игольное ушко, вскоре на Берлин прошли и все 3 корпуса Рыбалка. На 3-й день сражения танки Первого Украинского фронта вырвались на оперативный простор. Ломая сопротивление разрозненных отрядов фольксштурма и остатков разбитых частей, они неслись к фашистскому логову. В это время у Зеловских высот Жуков ввел резервы, которые смогли переломить ситуацию. Передовая бригада корпуса Кривошеина захватила переправу у города Платков. Быстрый прорыв советской мотопехоты не позволил немцам взорвать заминированный мост. Дальнейшее продвижение Кривошеина было почти безостановочным.
Вслед за ним устремились соединения танковой армии Богданова. Генерал Ведлинг, руководивший немецкой обороной, вспоминал. 20 апреля части, понесшие огромные потери в предыдущих боях и измотанные до крайности, уже не могли выдерживать натиск русских войск. Корпус Ведлинга советские соединения обошли с флангов. Вечером Жуков приказал Богданову. Второй гвардейской танковой армии поручается историческая задача. Первой ворваться в Берлин и водрузить знамя победы. Лично вам поручаю организовать исполнение. 21 апреля танкисты Кривошеина прорвались к пригороду Берлина Вейсензе и первыми вышли на столичные улицы, за что их командиру было присвоено звание Героя Советского Союза. Главные силы Первого Белорусского фронта, словно лавина, с флангов обходили разбитый корпус Ведлинга. Армия за армией советские войска приближались к окраинам столицы Германии. А планам Конева по выходу на улицы германской столицы не суждено было сбыться. Леса и озера, многочисленные заграждения, минные поля, доты у Барута и Цоссена задержали темп наступления танков «Рыбалка». Глубокий обход войск Жукова позволил замкнуть кольцо за спиной у немецкого Одерского фронта. Почти вся 20-тысячная немецкая армия оказалась в окружении в лесах к юго-востоку от Берлина. Отступить в город и защитить его было уже некому. Перед Гитлером стояла дилемма – остаться в столице или бежать в Альпийскую крепость. Свою надежду он связывал с армейской группой под командованием обергруппенфюрера СС Штайнера. Гитлер телеграфировал генералу. Первоочередной задачей армейской группы Штайнера является наступление с севера. От успешного выполнения вашей задачи зависит судьба столицы Германского рейха. Спустя 2 дня, выяснив, что приказ еще не выполнен, Гитлер в бешенстве проклинал армию, кричал о коррупции, слабости, лжи. Все кончено. Остается только смерть. Фюрер заявил, что останется в Берлине. Теперь в его плане спасения главную роль играла 12-я армия генерала Венка, стоявшая на Эльбе против наступающих объединенных армий союзников. 23 апреля Венк начал разворачивать войска на столицу. Но ни Штайнер, ни Венк спасти Берлин уже не могли. В город с Одерского фронта удалось пробиться лишь корпусу Ведлинга, насчитывавшему около 15 тысяч человек. Они несколько усилили берлинский гарнизон, состоящий из фольксштурма, полиции, частей ПВО и других подразделений. Общая численность защитников Берлина составляла около 120 тысяч человек. Чтобы оборонять такой огромный город, как Берлин, этого было явно недостаточно. Поэтому немцы защищали лишь группы кварталов, внутри них отдельные здания и объекты, имевшие ключевое значение. Численность советских войск, штурмующих Берлин, составляла более 400 тысяч человек. И в столицу фашистской Германии вошла не просто многочисленная армия, а бывалые солдаты и командиры, имеющие немалый опыт штурма немецких городов. Советские танкисты использовали прием «елочка». Танки двигались по разные стороны улицы друг за другом на расстоянии 30 метров позади пехоты. Они подавляли и уничтожали мешающие продвижению пехотинцев узлы обороны. Специально выделенные стрелки и снайперы, а также команды, вооруженные трофейными гранатометами «Фауст», ввели борьбу с вражескими фаустниками. Зная, что «Фауст-патрон» имеет небольшую дальность стрельбы, около 30 метров, советские танкисты останавливали машины в 150 метрах от атакуемого здания и расстреливали врага.
После артподготовки, прикрываясь завесой кирпичной пыли и дыма, штурмовая группа прорывалась внутрь и закреплялась в здании. Заняв позицию, передовой отряд проводил задымление улицы, обеспечивая проход основных сил. Совместными усилиями они очищали здание от противника. Уличные баррикады приходилось подрывать или разбивать огнем артиллерии. Переброшенные